Вы задумывались, почему некоторые люди живут гораздо дольше других и выглядят моложе? Ответ может скрываться в их рационе. Давайте рассмотрим секреты меда, узнаем, как он замедляет старение и снижает риски различных заболеваний. Поставьте, пожалуйста, лайк, и мы начнем. Особенность меда заключается в его высокой усваиваемости организмом, составляющей 100%. Мед содержит ряд компонентов, которые могут оказывать положительное воздействие на замедление процессов старения, продление жизни и омоложение организма. В этом контексте химический состав меда включает в себя витамины С и Е группы В, ферменты, такие как каталаза, амилаза, диастаза, фосфатаза и различные микроэлементы. И прежде чем мы продолжим рассматривать его действие на организм, давайте кратко рассмотрим очень интересную историю его возникновения. Потребление меда насчитывает тысячи лет, начиная с изображений в городе Валенсия в Аранской пещере, датируемых примерно 15 тысячами лет назад. В Древнем Египте также описывались целебные свойства меда. Пчеловодство, как отрасль, и современные ули возникли в 7-8 веках до нашей эры в Древней Греции. Пчелиный мед ранее являлся основной сладостью, но с изобретением добычи сахара из сахарной свеклы и тростника сахар постепенно вытеснил мед. Сегодня качественный пчелиный мед считается деликатесом. Существует множество видов меда, полученных от различных растений, таких как гречишный, эспарцетовый, акациевый, каштановый, липовый, подсолнечниковый, донниковый и другие. Гречишный мед выделяется своим содержанием аминокислот и микроэлементов, превышающими остальные сорта в 2 раза. Акациевый мед используется для борьбы с бессонницей и неврологическими заболеваниями, а липовый мед помогает при астме и бронхите. Регулярное употребление меда оказывает благотворное воздействие на организм. Мед становится другом желудка, повышает аппетит и благотворно влияет на пищеварительную систему. Также он положительно воздействует на микрофлору, способствуя ее восстановлению и поддержанию здорового баланса. Мед также способствует нормализации сна, что играет ключевую роль в обеспечении нашего общего здоровья и продолжительности жизни. Его благотворное воздействие ощущается не только на качество сна, но также на работу сердца. Рекомендуется употребление меда при нервных расстройствах, и его успокаивающее воздействие на организм хорошо известно. Важно отметить, что мед проявляет свои положительные свойства и в борьбе с простудными заболеваниями. Исследования подтверждают, что мед повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Народная мудрость, передаваемая нам мамами и бабушками, находит научное подтверждение: мед, принимаемый при простуде, действительно помогает снять локальное воспаление в горле. Мед также оказывает благоприятное воздействие на щитовидку. Отмечается, что его использование способствует регенерации тканей, снимает воспаление и обладает дезинфицирующим эффектом. Неудивительно, что в косметологии широко используют мед для создания масок, которые, помимо внешнего воздействия, также укрепляют кожу изнутри. Следует выделить еще одно важное свойство меда – это его способность действовать как натуральное слабительное средство. Кальций, содержащийся в меде, содействует укреплению костей. Оказывая положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, мед улучшает работу сердца и придает сосудам эластичность. Также он способствует повышению качества крови и укреплению сердечной мышцы. Несмотря на все эти положительные свойства, следует отметить, что употребление меда не лишено некоторых потенциальных проблем. Прежде всего, обратите внимание на его высокую калорийность, примерно 328 килокалорий в 100 граммах меда. Избыточное употребление может потенциально способствовать набору лишнего веса. Также надо обратить внимание на гликемический индекс меда, который может варьироваться от 30 до 95 единиц. Диетологи рекомендуют ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, и хотя у меда он может колебаться, следует заметить, что содержание фруктозы и глюкозы влияет на этот показатель. Кроме того, мед может вызывать аллергические реакции и индивидуальную непереносимость.
Возможно, это связано с видом пыльцы или добавленными компонентами, и хотя аллергия на мед возникает редко, индивидуальные реакции могут различаться. Противопоказанием к употреблению меда является также сахарный диабет, поскольку продукты с высоким гликемическим индексом ограничиваются при этом заболевании. Существуют также рекомендации по употреблению меда. Например, его не рекомендуется подвергать термической обработке выше 60 градусов Цельсия, чтобы избежать возможного образования канцерогенных веществ. При добавлении меда в чай рекомендуется давать чаю немного остыть. При выборе меда желательно предпочитать тому, что не подвергался обработке зимой, и не выбирать жидкий мед в холодный сезон, поскольку натуральный мед может быть жидким только летом. В целом, употребление меда в умеренных количествах, не превышающих 3 столовых ложек в день, может быть полезным для здоровых людей. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.